Приветствую, друзья! Ориентируясь на популярность беспроводных наушников ComfoBuds Pro, компания OneMore решила выпустить их еще одну версию, на этот раз в сверхкомпактном корпусе. Назвать ее решили скромно – OneMore ComfoBuds Mini. При этом заряжены наушники, как говорится, на полную катушку. У них предусмотрели беспроводную зарядку, автопаузы, 3 режима активного шумоподавления, режим звуковой прозрачности, водозащиту по стандарту IPX5, а также до 6 или 5 часов работы на одном заряде в зависимости от использования или неиспользования шумоподавления. Не забыли и ту самую систему индивидуальной настройки звучания Sound ID, благодаря которой звучание может быть подстроено автоматически под ваши же собственные вкусы. Собственно, о них сегодня и говорим. Поехали! Приходят наушники в небольшой, приятной на ощупь картонной коробке с изображением модели и полным списком ее технических характеристик. Максимальный акцент производитель тут делает на встроенной системе шумоподавления и уникальной подстройке звучания Sound ID. В комплект нам положили, конечно же, друзья, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, короткий Type-C кабель и набор белых силиконовых амбушюр разного размера. Насадки здесь ровно такие, как были и в других моделях OneMore, однако из-за другой фиксации в ухе звукоизоляция с ними получается просто превосходной. Кейс по габаритам, как видите, миниатюрный, выполнен из матового у меня белого пластика с великолепной петлей, индикаторным светодиодом спереди, кнопкой коммутации сбоку и зарядным Type-C портом снизу. Сами же чашечки вообще изумляют своими размерами. При этом в каждой из них смогли уместить 7-мм динамический излучатель и аккумулятор на 34 мАч. Из функциональных элементов с внутренней стороны находим датчик автопаузы, микрофон и небольшой звуковод на довольно вытянутой ножке. Естественно, с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Компенсационное же отверстие для динамического драйвера хитро разместили непосредственно на ножке звуковода. Вот этот момент, честно говоря, меня достаточно озадачил, поскольку данная часть полностью изолируется амбушюрами. Но специалистам компании OneMore здесь, вероятно, виднее. С внешней же стороны имеем сенсорное поле и светодиод, совмещенный с разговорным микрофоном. С качеством его работы вы, естественно, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочек. Слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников OneMore ComfoBuds Mini. Собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управляется же модель элементарно. Зажатие 2 сенсоров одновременно переключает режимы шумоподавления. 2 тапа ставят музыку на паузу, а 3 вызывают голосовой ассистент. Последний я лично не использую, отчего заменил это действие из приложения на регулировку громкости. Еще можно было туда назначить перемотку, или вообще поменять все эти элементы местами. Настройка в приложении оказалась довольно-таки гибкой, и это вполне позволяет. Здесь же можно было переключить режимы шумоподавления, настроить работу автопаузы, обновить прошивку или пройти то самое тестирование для индивидуальной настройки звука Sound ID. Делается это просто. Вам дают послушать несколько отрывков, из которых вы выбираете наиболее понравившиеся. И на основании всех этих ваших выборов система сама редактирует кривую АЧХ данных наушников. То есть, в отличие от конкурентов, ComfoBuds Mini могут звучать абсолютно по-разному. Да и самих настроек можно сделать здесь несколько под разное настроение. Но даже не это главное. Основная фишка модели заключается в том, что все эти настройки хранятся непосредственно внутри наушников. И даже если вы подключитесь к телевизору или любому другому устройству, все, что вы для себя накрутили, все это будет работать. При установке в ухо хруста мембраны не происходит. В паузах я слышу абсолютную тишину, да и к качеству сигнала у меня никаких вопросов нет. В минусы же могу отнести поддержку исключительно из BC и IC кодеков. Ничего другого тут, к сожалению, не предусмотрено. Зато по громкости мы имеем достаточно приличный запас, так что заявленные 6 часов на одном заряде наушники вполне способны нам обеспечить. А с работающим шумодавом будет где-то на час меньше. Вот так это, друзья, все и выглядит.
По измерениям у нас довольно быстрый импульс, такой обычно используют в разнообразных игровых решениях. Допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,4%. Фаза здесь, конечно, немного плавает, зато затухание на 30 и 60 дБ, как по линейке, составляют примерно 82, и 96 миллисекунд с небольшими возмущениями в области низких частот. А ЧХ же тут пытались сделать максимально ровной, с акустически допустимым подъемом низких частот на 5 дБ, области разборчивости и пиком в районе 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем, несмотря на его амплитуду, даже этот пик нам выровняли по низам, дабы исключить уклон как в светлую, так и темную сторону. Здесь вот все сделали максимально сбалансированным. Но имейте в виду, что это измерение с выключенной системой Sound ID. Если же ее включить, то все параметры будут очень отличаться для каждого конкретного случая настройки. Звучат же наушники в своем первозданном виде, то есть без системы Sound ID, довольно чисто и ровно, с легким аналоговым смягчением по всему частотному диапазону, но с достаточным контролем и прорисовкой даже самых мелких оттенков звукоизвлечения. По детализации модель, конечно, не может сравниться с гибридными или же чисто арматурными решениями, однако среди динамических наушников Comfabats Mini вполне способны потягаться даже с таким серьезным оппонентом, как Soundcore Live Dot 2NC от компании Anker, где на фоне героев обзора последние кажутся чуть глуше, эмоциональнее и ярче на самых верхах, там, где находятся отзвуки струнных инструментов и затухание тарелочек. Да и сам баланс у Anker заметно сдвинут в сторону низких частот. Тут не поспоришь, Live Dot 2NC играют очень эффектно, однако правильно из них двоих звуковую сцену строят вот именно Comfabats Mini. Бас тут лишь немного выделяется, у него хорошая глубина и неплохо прослеживаемая структура, серединка мягкая, сочная, с отличной выразительностью и подчеркиванием эмоций, а вот на верхах производитель, похоже, решил не акцентировать наше внимание. Они, конечно, присутствуют, но мило так отведены на задний план. В том, естественно, имеется свой смысл, поскольку высокие частоты страдают от использования беспроводных кодеков больше всего. Однако тут, на мой взгляд, чутка перестарались. Хотя это мнение о наушниках как есть, то есть без использования их фирменной системы настройки. А там можно сделать вообще что угодно. Например, подсветить или вытянуть вперед верха, поднять бас, добавив рельефа в график, или же достроить его до хармоновской или любой другой целевой кривой. В этом плане все находится в ваших собственных руках. И стилистики каких-либо ограничений я лично найти не смог. Джаз тут звучит весьма технично, блюз и старый добрый рок с приятной слуху ламповостью, электроника с добротным весом и глубиной, а разнообразная академическая и скоростная тяжелая музыка с довольно неплохим разделением и прорисовкой сцены как в ширину, так и в глубину. Единственный значимый минус – это отсутствие акцента на микронюансах, отчего музыка кажется немного такой округлой, а образы крупными. На слух хочется еще больше резкости, возможно, акцента на низах и выделения самых верхов диапазона. При этом слушать Comfabats Mini вполне можно даже на базовой настройке. Мне, по крайней мере, их звук показался даже серьезнее, чем у Soundcore Live Dot 2NC. А их, как вы помните, я очень хвалил. А так, все здесь на ваше усмотрение. Хотите, слушайте как есть. А не нравится, включайте Sound ID и вперед. Затачивать героев обзора под собственные стилистические пристрастия. В любом случае, тут очень неплохой тюнинг на уровне с лучшими ТВС-наушниками, что я только встречал. Итогом из достоинств беспроводных ТВС-наушников One More Comfabats Mini хочется выделить просто миниатюрный форм-фактор самих наушников и кейса. В них можно даже комфортно спать. Наличие фирменного приложения – это тоже огромный плюс. Автопауза, водозащита IPX5, хорошее время автономной работы и, конечно, просто шикарные режимы шумоподавления и звуковой прозрачности. К ним у меня никогда вопросов не было. По звучанию же это хорошо сбалансированные, ровные на слух наушники с чуть подчеркнутыми басами, по аналоговому сочной, выразительной, довольно эмоциональной серединой и прибранными на задний план верхами. Причем это я описываю настройку по умолчанию, из которой посредством системы Sound ID вы можете выточить свой собственный инструмент для получения аудиального наслаждения. Сделано все сверхкруто, возможности моря, искажения минимальные, да и при занятиях спортом они
они прекрасно подойдут. Реально очень достойное решение для своего ценового сегмента. Рекомендую обратить на него внимание. Ну а на этом у меня все. Это были беспроводные наушники One More Comfobuds Mini. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.